Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы затронем очень глубокую и важную тему – вырубку лесов. Вырубка лесов – процесс уничтожения лесных массивов и их экосистем. Вырубка является одной из наиболее серьезных экологических проблем нашего времени. Она оказывает негативное воздействие на климат, биоразнообразие, почву и водные ресурсы. В этом видео мы рассмотрим причины вырубки лесов, ее последствия и возможные способы предотвращения этой проблемы. Вы узнаете, почему лесные насаждения чрезвычайно важны для человечества, почему уничтожение леса пытаются восстановить и какими способами это возможно сделать. Каждому из нас жизненно необходимо быть осведомленным в этой теме и не стесняться поднимать ее при каждом удобном случае. Поэтому давайте разбираться, что к чему. Леса – это ценный ресурс, подаренный человечеству природой. Сегодня они занимают более 30% суши Земли и в жизни людей отыгрывают три основных роли – экономическую, социальную и экологическую. Давайте коротко пройдемся по каждой из них. Начнем с экологической. Если вы сегодня делали глубокий вдох, то поблагодарите леса, ведь деревья – это зеленые легкие планеты. Они являются природным фильтром, который поглощает из атмосферы углекислый газ, а обратно выделяет кислород, необходимый людям и животным для дыхания. Леса служат важнейшим резервуаром для углекислого газа, удерживая его в надземной части деревьев, в корнях и почвенном покрове. Так они смягчают изменения климата и препятствуют глобальному потеплению. Также зеленые массивы очищают воздух от пыли и других вредных компонентов, которые оседают на листьях и смываются дождями на грунт. К примеру, 10 тысяч квадратных метров леса за год утилизируют до 100 тонн пыли. Весной лесная подстилка накапливает влагу, что позволяет регулировать уровень воды в ближайших водоемах, не допуская ни наводнений, ни пересыхания. А испаряемая деревьями влага возвращается в атмосферный круговорот и предотвращает иссушение близлежащих территорий. Если вы живете возле лесополосы, то поздравляем! Ваш дом оснащен естественной шумоизоляцией. Леса способны снизить шум от автодороги на 11 дБ. Кроме того, лесные насаждения защищают сельскохозяйственные земли от сильных ветров, поздних заморозков, эрозии грунта, оползней и других неблагоприятных процессов. Не менее значимой является и экономическая роль леса. Согласно оценкам исследователей, более миллиарда жителей Земли прямо или косвенно получает из лесов пользу в виде заработка или продукции. Главным материальным ресурсом является древесина, из которой производят бумагу, стройматериалы, мебель, различное древесное топливо и многое другое. Без этих ресурсов человек пока что никак не может обойтись. Даже обыкновенные дрова, несмотря на стремительный прогресс и появление новых источников энергии, все еще используются для отопления жилищ, хотя уже и не так широко. Кроме того, древесина является возобновляемым ресурсом и, в отличие от пластика, полностью разлагается в естественной среде. Что касается социальной роли, то здесь все просто. Лес – это история. С древних времен лес был неотъемлемой частью жизни людей. Здесь можно найти важные для выживания ресурсы – воду, еду и убежище. В легендах и сказках каждого народа лесу отводится важная роль. Это место силы, защиты и исторической памяти. А сегодня лес является любимым местом отдыха и перезагрузки почти каждого человека. Почему же люди собственными руками уничтожают столь ценный ресурс? Основная причина вырубки – конечно же, использование древесины. Как я упоминал ранее, дерево имеет высокую ценность как строительный материал, сырье для изготовления бумаги, химических веществ и многих бытовых предметов. На сегодняшний день из дерева делаются более 20 тысяч наименований предметов, необходимых людям. Также на протяжении тысячелетий население планеты занималось вырубкой лесов для расширения пахотных земель и пастбищ. Люди продолжают делать это сегодня, потому что увеличивается потребность в еде и требуется больше площади для выпаса скота и посева сельскохозяйственных культур. Пагубно влияет на зеленые насаждения и урбанизация. Деревья вырубают, чтобы на их месте построить новые дороги, жилые дома, коммерческие зоны и даже целые города. Кроме того, много деревьев уничтожается в результате лесных пожаров, которые опять же случаются из-за человека. Но это уже немного другая тема. Вырубка лесов происходит по всему миру, но наибольший ущерб природе и экосистемам наносится в тропических и субтропических регионах.
Например, в Амазонии, Конго, Индонезии и Малайзии вырубка лесов происходит из-за расширения пахотных земель и добычи древесины. В Северной Америке и Европе леса уничтожают в основном из-за промышленной деятельности и строительства. По данным Фонда тропических лесов Норвегии, за период с 2002 по 2019 года площадь тропических лесов уменьшилась на 571 863 квадратных километра. Из 14 миллионов квадратных метров тропических зеленых массивов уцелело только 36%. 30% лесов пришли в упадок, а оставшиеся 34% исчезли полностью. Такие цифры представлены в отчете Rainforest Foundation Norway. Меньше всего нетронутых тропических лесов осталось в Азии – всего лишь 7%, в то время как в Амазонии остается 72%, из которых 42% растет на территории Бразилии. К тому же огромные площади тропических лесов становятся более фрагментированными. Люди рубят непроходимые леса на меньшие части и подрывают их целостность. Вырубка лесов – это глобальная экологическая проблема, охватывающая все континенты. Но не все понимают ее последствия. Сокращение количества деревьев и других растений вызывает беспокойство у экологов, и сейчас вы поймете почему. Уничтожая деревья, люди в прямом смысле сами себе перекрывают кислород. Нарушается кислородный цикл, и в атмосфере возрастает количество диоксида углерода, что способствует глобальному потеплению. Около 20% всех парниковых газов выделяются впоследствии ликвидации тропических лесов. Кроме того, гниющая и горящая древесина выбрасывает накопленный и удерживаемый ранее углекислый газ обратно в атмосферу. Межправительственная группа экспертов по изменению климата утверждает, что обезлесение привносит около 30% общих антропогенных выбросов углерода. Цифры не радуют. Но идем дальше. Ликвидируя деревья, мы уменьшаем биоразнообразие. Леса являются домом для множества животных и растений, а их вырубка приводит к уменьшению численности и исчезновению некоторых видов флоры и фауны. Во влажных тропических лесах живут до 80% известных живых видов, и вырубка деревьев приведет к разрушению этой экосистемы и критическому уменьшению биоразнообразия. Но и это еще не все. Неконтролируемое обезлесение влечет за собой целый ряд негативных последствий. Например, загрязнение водных ресурсов, разрушение почвы и, как следствие, эрозия грунта, образование пустынь и непригодных для жизни земель, возникновение болот. Вырубка лесов приводит к нарушению циркуляции воды в природе и ухудшает качество жизни людей как в физическом, так и в психологическом плане. Но что мы можем сделать, чтобы не допустить катастрофического обезлесения? Сохранение лесных массивов требует комплексного подхода и зависит от политики каждой отдельной страны. Одни вводят строгие ограничения на вырубку, другие увеличивают объемы восстановительных посадок. Пути решения этой экологической проблемы непростые и должны включать в себя различные подходы. Разработка норм разумного использования лесных массивов должна лежать в основе решения этой проблемы. Также нужно работать над усилением охраны и контроля ресурсов, улучшением природоохранного законодательства, разработкой системы учета и мониторинга количества зеленых насаждений и развитием альтернативных источников энергии. Привлечение к административной и уголовной ответственности за вырубку леса поможет искоренить браконьерство. Вряд ли у кого-то возникнет желание в виде исключения срубить елочку под Новый год и получить внушительный штраф. Помните, незаконная вырубка деревьев – это преступление. Кроме того, на государственном уровне должны создаваться заповедные зоны, развиваться экологические формы туризма и регулярно высаживаться новые деревья. Предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых, должны запретить вырезать огромные части леса в своих рабочих целях. Разработка экологичных способов утилизации древесных отходов поможет улучшить экологическую ситуацию в целом. На 26-й конференции ООН по изменению климата, что проходила в Глазго, более 100 государств пришли к решению усилить борьбу с проблемой вырубки лесов. Соглашение, подписанное на конференции, устанавливает цель сдержать и обратить вспять процесс исчезновения лесов и деградации земель к 2030 году. Это обязательство подкреплено государственным финансированием в объеме $12 миллиардов США и частным финансированием в объеме $7,2 миллиарда США. А как мы своими силами можем помочь остановить уничтожение лесов?
Давайте начнем с повышения осведомленности общественности об этой проблеме. Например, с ранних лет нужно учить детей бережно относиться к растениям и животным. Озеленение территории возле дома, посадка деревьев у берегов водоема – это небольшой, но важный вклад. А выполнить такие простые действия, как экономия печатной бумаги, сдача макулатуры на переработку, отказ от одноразовых бумажных товаров, стаканчиков, салфеток, полотенец и так далее, соблюдение правил пожарной безопасности в лесу не составит труда никому. А что делать, если лес уже вырубили? В такой ситуации нужно запускать процесс лесовосстановления. Его можно применять для создания новых лесов или для улучшения состава древесных пород уже существующих. Леса могут быть восстановлены методом искусственного насаждения или самовосстановления. Искусственное насаждение включает в себя посадку новых деревьев на месте вырубленных или сгоревших лесов. Специализированные лесные хозяйства и волонтеры проводят насаждение новых деревьев, придерживаясь всех правил и рекомендаций. Это основной способ восстановления леса, который выполняется вручную с использованием специального инструмента меча Колесова. Самовосстановление леса – это естественный процесс, когда лес восстанавливается самостоятельно, без человеческого вмешательства. Он может занять много времени, но выходит даже более устойчив и эффективен, чем искусственное залесение. В процессе самовосстановления леса природные процессы, такие как распространение семян, рост молодых деревьев и разложение органических материалов, способствуют восстановлению экосистемы. Метод работает при условии, что человек никак не будет вмешиваться в этот процесс. Кроме того, на практике широко применяется метод реконструкции леса, восстановления поврежденных или деградированных экосистем, в том числе путем восстановления почвенного покрова и биоразнообразия. Вырубка лесов – это серьезная экологическая проблема, которая оказывает негативное воздействие на природу и человечество в целом. Каждое государство должно искать эффективные методы в борьбе с уничтожением зеленых массивов. Но прежде всего, начните менять мир с себя. Только совместными усилиями мы можем сохранить нашу планету для будущих поколений. На этом у меня все, друзья. А как вы считаете, почему многим людям так сложно осознать, что, вырубая лес, они собственноручно наносят вред как окружающей среде, так и самим себе? И есть ли у человечества шанс объединиться и спасти планету? Пишите свое мнение в комментариях. Нам важно его услышать.